Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот красивую, но при этом максимально простую в исполнении шапку. Максимально простую по той причине, что эту шапку мы с вами будем вязать просто ровным полотном, не по кругу. То есть мы с вами вывяжем фактически обычный прямоугольник, в конце сделаем небольшие убавления петель на макушке, и в самом конце мы эту шапку сошьем. То есть вот идет этот шов. Поэтому для тех, кто не любит вязать по кругу, как раз таки предназначен данный мастер-класс. Ну и для всех остальных, конечно же, тоже. Данную шапку сейчас в мастер-классе я буду вязать из пряжи Атрико, стопроцентная шерсть. Состав у данной пряжи будет идти стопроцентный меринос. Вес мотка 50 грамм и длина у нас получается 430 метров. То есть пряжа получается тоненькая, и поэтому свою шапку я буду вязать в 4 нити. Соответственно, метраж у нас будет идти на 100 грамм, получается 215 метров. И пряжа в работе мне очень понравилась. Она идет в такой как пропитке, поэтому после того, как шапку вот я связала, постирала, она у нас немножечко еще вот раскрылась пряжа, распушилась. Но я думаю, если ее еще несколько раз постирать, пряжа станет еще такая более ворсистая. Поэтому очень рекомендую данную пряжу для вязания вот в том числе аксессуаров. И из вот данной пряжи шапку я буду вязать на спицах. Смотрите, у меня нет обычных длинных, скажем так, прямых спиц, поэтому я буду вязать на вот круговых спицах. Длина спиц, вот у меня это 60 сантиметров, и для вязания я использовала вот спицы диаметром 3,25, то есть все полотно шапки я вязала диаметром вот 3,25. Сейчас моя шапка вот получилась на размер где-то примерно 54-56 сантиметров. Поэтому, к примеру, если шапка нужна данная на окружность головы где-то 56-58, то мы должны набрать в процессе вязания вот больше на 1 раппорт. То есть здесь, смотрите, для своей шапки на спице я набирала 98 петель, то есть количество петель кратное 8 плюс 2 петли кромочные. Поэтому, к примеру, шапку, если мы хотим связать на большую окружность головы, то 98 плюс 8, то есть, соответственно, на спице мы набираем 106 петель. На окружность головы 58-60 мы также можем набрать 106 петель. И единственная шапку в этом случае я рекомендую связать спицами не вот как я вязала 3,25, а 3,5 миллиметра. Но опять же, конечно, все будет зависеть и от вашей плотности вязания, и от пряжи, из которой вы будете вязать. Поэтому, к примеру, если вы будете вязать из какой-то другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей, то рекомендую связать образец постирать, измерить ширину образца, то есть высчитать плотность вязания или вот посчитать, сколько получается петель в 1 сантиметре. Исходя из этого, то есть плотность вашего вязания мы умножаем на окружность головы, тем самым мы рассчитаем количество петель, которые мы с вами должны набрать. Единственное, при расчете петель мы учитываем раппорт данного узора, который равен 8 петлям. Шапку можно носить просто вот так, чтобы она шла ровно по голове. Если связать ее, эту шапку повыше, можно носить будет ее как шапку бини, или можно будет в шапку сделать, к примеру, вот помпон из меха. Будет тоже смотреться очень красиво, нарядно. Ну, вот это для тех, кто любит шапки с меховыми помпонами. Очень мне понравился такой вариант вязания шапки просто вот ровным полотном. Поэтому ниже в комментариях
Напишите в конце, понравился ли вам такой способ вязания шапки. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравится данная шапочка, и вы сейчас с удовольствием свяжете ее вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать шапку я сейчас буду из пряжи Атрико 100% шерсть. По составу это идет 100% меринос, вес мотка 50 грамм, длина 430 метров. Вязать я буду шапку в 4 нити. Номер цвета 1223. И сейчас свою шапку я буду вязать вот на круговых спицах, но поворотными рядами. То есть для вязания шапки можете взять 2 длинных обычных спицы. Ну вот я сейчас на круговые спицы. И для вязания резинки, смотрите, я беру спицы 3,25. Подойдут спицы от 3 до 3,5 миллиметров. Поэтому сейчас на вот круговую спицу обычным способом набора с помощью длинного хвоста мы должны набрать количество петель кратное 8 плюс 2 петли кромочные, так как шапку мы будем вязать поворотными рядами. Поэтому сейчас для своей шапки на спице я наберу 98 петель. Итак, на спице я набрала 98 петель. И теперь мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда. Сейчас мы с вами будем вязать обычную резинку. Я буду вязать резинку 1 на 1. Поэтому вот первую кромочную петлю я снимаю. И далее я буду провязывать одну петлю лицевую, 1 петля изнаночная. Я буду вязать классические изнаночные петли. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, лицевая петля и изнаночная петля. Так мы вяжем первый ряд до конца, провязывая 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Лицевая и 1 петля изнаночная. В конце ряда я провязала 1 лицевую, 1 петлю изнаночную, и последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. И это мы провязали первый ряд резинки. И вязание я переворачиваю сейчас на обратную сторону. Сразу скажу, что вот эта сторона вязания будет впоследствии являться лицевой стороной нашей шапки. И мы сейчас приступаем к вязанию третьего ряда резинки. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее все петли мы будем провязывать теперь по рисунку. То есть лицевые петли я буду провязывать лицевыми, а изнаночные петли я провязываю изнаночными. 1 лицевая петля, 1 петля изнаночная. Все петли всегда мы вяжем за правую стенку каждой из этих петель. Ну вот в данном случае получается, у лицевой петли правая стенка у меня расположена перед работой, поэтому за переднюю правую стенку я провязываю лицевую петлю лицевой. У изнаночной петли правая стенка также расположена перед работой, поэтому за переднюю правую стенку я провязываю 1 петлю изнаночную. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Таким образом, провязывая вот резинку 1 на 1, мы сейчас должны провязать всю необходимую вот эту высоту. Высоту этой резинки вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. Сейчас самостоятельно я вывяжу нужную эту высоту, далее подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах и посчитаю, сколько это у меня получилось в провязанных рядах. Итак, вот я провязала всю необходимую высоту резинки, и здесь у меня провязано всего 18 рядов. И высота этой резинки в сантиметрах
получается равна, ну вот смотрите, где-то примерно 6,5 сантиметров. Наборный кончик нити у меня сейчас расположен с правой стороны. И я говорила, что вот эта сторона вязания, соответственно, будет являться изнаночной стороной полотна. Вот обратная сторона, там, где у нас идет вот такая вот красивая, аккуратная наборная косичка, это будет идти лицевая сторона. И сейчас мы с вами должны провязать с изнаночной стороны нулевой распределительный ряд. Поэтому вяжем нулевой ряд с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 3 петли лицевых, 5 петель изнаночных. 5, 8 провязанных петель после кромочной и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы будем повторять, провязывая 3 петли лицевых, 5 петель провязываем изнаночных. И опять 3 петли провязываю лицевых, 5 петель провязываю изнаночных. 4 и 5. Так мы вяжем до конца нулевой ряд. В конце ряда я провязала 3 петли лицевых и далее провязываю 5 петель изнаночных, 5, и сразу последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И теперь вязание получается, я переворачиваю вот на лицевую сторону. С лицевой стороны мы сейчас будем приступать к вязанию первого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее я провязываю 2 петли лицевых. Вот у нас идут еще 3 лицевых петельки. Сейчас из этих 3 петель мы должны вывязать 3 петельки. Поэтому делать я это буду следующим образом. Вот за заднюю правую стенку я сейчас провязываю 3 петли вместе лицевой петлей, делаю накид, рабочую нить набросив на правую спицу от себя, после чего я должна провязать лицевой петлей только первую петельку. Вот одна первая петля, ее я провязываю лицевой, то есть вот из 3 петель я вывязала 3 петельки, 3 петли с левой спицы я снимаю. Далее я должна провязать 3 петли изнаночных. Значит, смотрите, в резинке изнаночные петли я вязала классическим способом. Ну вот там, где мы сейчас будем вязать основной узор, я буду вязать эти петли бабушкиным способом. Разница идет в захвате нити, то есть вот бабушкин способ — это вот я нить рабочую захватываю, то есть получается вот сверху и протягиваю в петлю. Раз, изнаночная, 2 и 3. И вот я провязала, получается уже 8 петель, которые и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы повторяем, провязываем 2 петли лицевых. И вот идут следующих 3 лицевых петельки. Из этих 3 петель мы должны вывязать 3 петли. За вот заднюю правую стенку и я сейчас провязываю 3 петли вместе лицевой петлей. Делаю накид, рабочую нить набросив на правую спицу от себя, после чего провязываю лицевой петлей только первую петельку. 1 петля лицевая и 3 петли с левой спицы я снимаю, после чего провязываю 3 петли изнаночных. 1, 2 и 3 изнаночная петля. И вот я уже провязала второй раппорт узора в ширину. Еще раз 2 петли лицевых. Далее 3 лицевых петли мы должны провязать вот вместе за заднюю правую стенку. То есть вот 3 петли вместе лицевой петлей. Накид, далее провязываем лицевой петлей вот только первую петельку. 1 петля лицевая, 3 петли с левой спицы снимаю, после чего провязываю 3 петли изнаночных.
Так мы вяжем сейчас до конца первый лицевой ряд. В конце первого лицевого ряда вот я провязываю сейчас по рисунку 3 петли изнаночных, и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И это мы провязали первый лицевой ряд. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны. Мы сейчас будем приступать к вязанию второго изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 3 петли лицевых. 2 петли я должна провязать изнаночных, 1 изнаночная петля и 2 изнаночная петля. И у нас здесь остаются еще 3 петли вот изнаночных. Сейчас из этих 3 петель мы будем вывязывать 3 петельки, поэтому этих 3 петли я сейчас должна провязать вот 3 петли вместе изнаночной петлей. Далее делаю накид, рабочую нить набросив на правую спицу от себя, после чего я должна провязать изнаночной вот петлей только первую петельку. И вот я провязала снова 8 петель, которые и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы повторяем, провязывая 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных. И теперь из следующих вот 3 изнаночных петель мы будем вывязывать 3 петельки. Поэтому 3 этих петли мы сейчас должны провязать как 3 петли вместе изнаночной петлей. Делаем накид, набросив рабочую нить на правую спицу от себя, после чего провязываем изнаночной петлей только первую петельку, 1 петля изнаночная, после чего 3 петли с левой спицы я снимаю. И еще раз 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Из следующих 3 петель вывязываем 3 петельки, 3 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Делаю накид, после чего провязываю изнаночной петлей только первую петельку, 1 петля изнаночная и 3 петли с левой спицы я снимаю. Таким образом мы вяжем сейчас до конца второй изнаночный ряд. В конце ряда вот я вывязала узор и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной, и вязание сейчас переворачиваю на лицевую сторону. Смотрите, мы с вами сейчас провязали 2 ряда, лицевой и изнаночный. 2 провязанных ряда сейчас и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть дальше наше вязание мы снова будем повторять вот с первого лицевого ряда. Еще раз провяжем раппорт узора вместе. Первую кромочную петлю я снимаю. Это мы вяжем первый ряд второго раппорта. Далее я провязываю 2 петли лицевых, 1 лицевая петля и 2 лицевая петля. А из следующих 3 петель я сейчас буду вывязывать 3 петельки, поэтому вот за заднюю правую стенку 3 лицевых петли я должна провязать как 3 петли вместе лицевой петлей. Делаю накид, после чего провязываю лицевой петлей только первую петельку, то есть 1 петля лицевая. 3 петли с левой спицы я сняла. Далее я провязываю 3 петли изнаночных. И вот я провязала 8 петель, которые являются раппортом нашего узора в ширину. И дальше вязание мы повторяем, провязывая 2 петли лицевых. Здесь смотрите, все петли всегда мы вяжем за правую стенку каждой из этих петель. В данном случае у первой петельки правая стенка расположена за работой, поэтому за заднюю правую стенку я провязываю эту петлю лицевой. У следующей петли, если мы на нее посмотрим, правая стенка расположена перед работой, поэтому за переднюю правую стенку вторую петлю я провязываю лицевой. Ну и вот из следующих 3 петель мы сейчас будем вывязывать 3 петельки. Поэтому также за заднюю правую стенку
И я провязываю 3 петли вместе лицевой петлей, делаю накид, после чего провязываю лицевой петлей только первую петельку. Далее у меня идут 3 петли изнаночных. Так мы сейчас довязываем до конца первый ряд второго раппорта, вывязывая наш узор. Итак, вот я довязала до конца, получается первый ряд второго раппорта. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и приступаю к вязанию второго изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 3 петли лицевых, 2 петли я должна провязать изнаночных, 1 и 2 изнаночная петля, а из следующих 3 петель мы будем вывязывать 3 петельки, поэтому 3 этих петли мы сейчас провяжем как 3 петли вместе изнаночной петлей. Далее я делаю накид, после чего провязываю изнаночной вот петлей только первую петельку, то есть 1 петля изнаночная. Далее раппорт нашего узора повторяется. Вяжем 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных, и из следующих 3 петель мы вывязываем 3 петельки, поэтому 3 петли вместе мы провязываем изнаночной петлей, делаем накид, после чего провязываю вот изнаночной петлей только 1 первую петельку, то есть 1 петля изнаночная. Таким образом, получается, мы вяжем всю сейчас необходимую высоту шапки, вывязывая вот этот узор, ну вот который равен в высоту 2 провязанным рядам. Сейчас я самостоятельно провяжу всю необходимую высоту шапки до убавок. Далее я подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, посчитаю, сколько это у меня получилось в провязанных раппортах, и мы вместе с вами закроем петли макушки и сошьем нашу шапку. Итак, смотрите, вот я провязала всю необходимую высоту нашей будущей шапки. И смотрите, здесь у меня всего провязано от резинки 18 раппортов узора. И высота провязанного участка я сейчас измеряю общую высоту, то есть от спицы до вот здесь наборного края высота полотна равна 21,5 сантиметр. Ну, ширину полотна здесь, скажем так, не совсем правильно измерять, так как полотно у нас идет эластичное и хорошо тянется, но если это будет кому-то актуально, то есть вот от одного края в ровном, не растянутом виде, давайте в серединке измерим, до второго края, ну вот ширина получается, ну где-то примерно, вот если хорошенечко полотно разложить, около вот 40 сантиметров в ровном, не растянутом виде. При этом, видите, полотно идет эластичное и тянется. Если вы хотите шапку связать так, чтобы макушка была торчащей, то можете провязать эту высоту большее количество рядов, ну или сантиметров. Мне этой высоты достаточно, поэтому я сейчас буду приступать к убавлению петель макушки. То есть вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и здесь мы продолжаем вывязывать наш узор. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю с лицевой стороны 2 петли лицевых, и из следующих 3 петель я сейчас вывязываю 3 петельки, так как мы вывязывали на протяжении всего вязания. И теперь вот у нас идут 3 изнаночных петли. Здесь мы сейчас будем делать первое убавление. Первую и вторую изнаночную петлю я сейчас буду провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей, и вот еще 1 изнаночная петля. То есть между нашими вот этими колосками сейчас будут идти, с учетом сделанных убавок, всего лишь 2 изнаночных петли. Далее вязание мы повторяем. Вяжем 2 петли лицевых, и теперь из 3 следующих петель вывязываем 3 петельки.
И вот снова идут 3 изнаночных петли. Первую и вторую изнаночную петлю мы сейчас будем провязывать как 2 петли вместе изнаночной петлей и еще одна изнаночная петля. Снова у нас между нашими колосками идут всего лишь 2 изнаночных петельки с учетом сделанной убавки. Так мы вяжем до конца первый ряд убавок, то есть провязывать будем вот 2 изнаночных петли вместе изнаночной петлей. Итак, я довязала первый ряд убавок до конца. Теперь между нашими колосками у нас везде идут вот по 2 изнаночных петли. В конце ряда вот 2 изнаночных и кромочную петлю провязала изнаночной петлей. И вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. Сейчас с изнаночной стороны мы никаких убавлений делать не будем. Здесь мы сейчас просто провяжем все петли по рисунку. То есть вяжем кромочную, снимаю. Далее вот у нас уже идут 2 петли лицевых. И здесь мы продолжаем вывязывать наш узор. Поэтому провязываю 2 петли изнаночных. И из следующих 3 петель я вывязываю 3 петельки. 3 петли вместе изнаночной петлей. Делаю накид. И далее провязываю изнаночной петлей только первую петельку. И снова у нас идут 2 петли лицевых. И далее вяжем снова наш узор. То есть таким образом мы сейчас довяжем до конца. Получается второй ряд. Итак, я довязала ряд до конца вот с изнаночной стороны. И вязание я снова переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны, получается, мы сейчас будем вязать 3-й лицевой ряд. Это там, где мы начали делать убавки. И здесь мы сейчас вяжем опять наш узор, продолжаем вязать. То есть кромочную снимаю, далее провязываю 2 петли лицевых. Из следующих 3 петель я продолжаю вывязывать 3 петельки. И вот у нас идут 2 изнаночных петли. Сейчас этих 2 изнаночных петли мы будем провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. И снова вывязываем следующий вот наш колосок. 2 петли лицевых. Из следующих 3 петель вывязываем 3 петельки. И следующих 2 изнаночных петли снова провязываем как 2 петли вместе изнаночной петлей. То есть между нашими колосками сейчас будет располагаться всего лишь 1 изнаночная петля. Так мы вяжем до конца 3-й лицевой ряд. Итак, я довязала до конца ряд с лицевой стороны. И между колосками у нас сейчас идет всего лишь 1 изнаночная петля. Вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны мы сейчас приступаем к вязанию, получается, уже 4-го изнаночного ряда. И здесь мы все петли должны провязать по рисунку, не забывая вывязывать наши колоски. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю 1 петлю лицевую. И далее идет наш колосок. Вяжем 2 петли изнаночных. И из следующих 3 петель вывязываем 3 петельки. 3 петли вместе провязываем изнаночной петлей, делаю накид, после чего провязываю изнаночной петлей только первую петельку. Далее провязываю 1 петлю лицевую и снова сейчас буду вывязывать следующий колосок. Таким образом, сейчас до конца довяжите, получается 4-й изнаночный ряд. Итак, я довязала до конца ряд с изнаночной стороны. Вязание мы снова переворачиваем на лицевую сторону. С лицевой стороны мы сейчас будем провязывать последние вот ряды убавок. То есть вяжем 5-й лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее у нас идут сразу 2 петли, которые мы сейчас будем провязывать вот как 2 петли вместе. Вот они у нас идут 1 лицевой петлей.
после чего я должна провязать одну петлю лицевую, и следующих 2 петли я сейчас переверну так, чтобы правая стенка и одной, и второй петли располагалась сейчас вот именно перед работой, и за переднюю правую стенку этих 2 петли я провяжу как 2 петли вместе лицевой петлей. То есть вот из 5 петель у нас сейчас получилось 3 петельки, после чего я провязываю одну петлю изнаночную, и далее вязание повторяю первую и вторую вот петельку. За заднюю стенку этих петель я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Далее у меня идет 1 петля лицевая, следующих 2 лицевых петли я переворачиваю так, чтобы правая стенка петель располагалась перед работой, и за переднюю правую стенку 2 этих петли провязываю вместе лицевой петлей, после чего провязываю 1 петлю изнаночную. И так мы сейчас должны довязать до конца, получается 5-й лицевой ряд. Итак, я довязала до конца 5-й ряд вот с лицевой стороны. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, вяжем последний 6-й ряд убавок. И здесь в этом последнем ряду мы будем делать убавление, поэтому первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю 1 петлю лицевую, и вот у нас идут 3 изнаночных петли. Сейчас вот первую и вторую изнаночную петлю я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей плюс еще вот 1 изнаночная петля. Далее вязание мы повторяем, вяжем 1 петлю лицевую, 2 изнаночных петли мы должны провязать сейчас с вами как 2 петли вместе изнаночной петлей и еще 1 изнаночная петля. То есть между лицевыми петлями у нас сейчас будут идти 2 изнаночных петли. Это вот в изнаночном ряду. И опять вязание повторяем. 1 петля лицевая, 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей и еще 1 изнаночная петля. 1 петля лицевая. Так мы вяжем до конца, получается 6-й изнаночный ряд. Итак, я довязала до конца ряд вот с изнаночной стороны, и вязание я сейчас буду переворачивать на лицевую сторону. Вот таким образом сейчас выглядит наше полотно, и сейчас вот эти оставшиеся петли мы будем стягивать. Но для начала давайте измерю высоту общую полотна. И вот смотрите, высота шапки у меня сейчас получается вот равна, вот в ровном не растянутом виде, ну вот где-то около 23,5 сантиметра. То есть на убавление петель макушки мне понадобилось, получается, 6 рядов. Поэтому если, к примеру, шапку вы хотите, как я говорила, связать больше, вот именно в высоту выше, или наоборот покороче, то в процессе вязания вы просто учитываете тот момент, что для убавления петель макушки нам нужно вот в конце связать 6 рядов. И теперь, как я сказала, мы будем эти петли все стягивать. Делать я это буду следующим образом. То есть вот идет наша последняя провязанная петля. И сейчас я буду все петли переснимать вот на последнюю провязанную петлю. То есть вот петля, и я ее просто протягиваю и спускаю через вот эту последнюю провязанную петлю. То есть это та петля, на которой расположена рабочая нить. Следующую петлю подхватываю, протягиваю вот и спускаю через вот опять же последнюю провязанную петлю, то есть ту петлю, на которой расположена рабочая нить. И так мы сейчас переснимем все эти петли. В конце у нас должна остаться всего лишь одна последняя, вот это как раз таки петля. Это как раз таки, я говорю, петля, на которой расположена рабочая нить. То есть можно ее вот вытаскивать подлиннее, если необходимо. И вот все петельки поочередно мы переснимаем на эту петельку. И вот я все петли пересняла на последнюю нашу вот эту петлю. И теперь мы аккуратно должны эту петлю потянуть и вытянуть эту петельку последнюю подлиннее.
То есть вот это наша последняя длинная петля. Спицы мы можем уже убрать. Далее нить от моточка мы можем обрезать. Единственное, эту нить мы сейчас должны оставить подлиннее, так как этой нитью мы сейчас будем сразу сшивать задний шов у нашей шапки. И теперь ниточку вот я обрезала, после чего в эту нашу последнюю петлю я вовнутрь продеваю кончик нити, который я сейчас вот обрезала от моточка. И аккуратно, главное, чтобы эту нить нам не порвать, мы эту ниточку сейчас хорошенечко затягиваем. Все, затянули. И теперь вот смотрите, этот кончик нити мы должны одеть в иголку с большим ушком. Нить я одела в иголку с большим ушком. Так, и теперь смотрите, перед тем, как мы будем сшивать этот шов, я рекомендую еще вот, наверное, с изнаночной стороны несколькими стежками хорошенько прошить вот эту макушку так, чтобы хорошо здесь вот именно зафиксировать эту нить. Буквально вот несколькими стежками мы прошьем этих два края. Тянем нить обязательно аккуратно, так, чтобы ее не порвать. Теперь, смотрите, мы нашу шапку выворачиваем на лицевую сторону. И сшивать этот основной шов я буду вот именно держа шапку лицевой стороной вверх. То есть вот по лицевой стороне. И прошивать этот шов я буду за кромочные петли. Делать я это буду следующим образом. Значит, смотрите, вот таким образом я держу наше полотно. И теперь смотрите, в одну кромочную петлю я иголку вставляю и справа налево через соседнюю петлю иголку вывожу. Иду на сторону, которая ближе ко мне. Здесь также в одну кромочную петлю я вставляю иголку и через соседнюю кромочную петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Так, иду на обратную сторону, снова в одну кромочную петлю вставляю и через соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Иду на эту сторону, то есть вот наша кромочная петля, в одну кромочную петлю вставляю и через соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Здесь на этой стороне справа налево в одну вставляю и через вот соседнюю петлю иголку с нитью вывожу. На эту сторону. То есть вот это наша кромочная петля, в одну вставляю и через соседнюю петлю иголку с нитью вывожу. Так мы будем прошивать сейчас всю длину этого шва. Обязательно, когда мы сейчас этот шов будем сшивать, мы должны контролировать, чтобы у нас все участки шапки совпали между собой. А именно, вот здесь у нас будет идти начало резинки, и вот здесь два края полотна у нас ровно должны совпасть между собой, поэтому обязательно в процессе сшивания мы это контролируем. То есть вот в одну кромочную петлю я вставляю иголку и через вот аккуратно соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. То же самое и с другой стороны. В одну вставляю кромочную петлю и через соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Итак, вот я прошила всю длину шва. Сейчас подробнее покажу, как этот шов у нас будет смотреться. Здесь у меня есть пару кончиков. В процессе вязания просто ниточка путалась. Вот именно в процессе вязания резинки. Дальше эти кончики нити я спрячу. Сейчас просто смотрите, что мы должны сделать. Когда мы прошили весь этот шов, мы аккуратно должны прошить в конце этих два края так, чтобы здесь не было никаких ступенек. Поэтому дополнительными несколькими стежками мы сшиваем этих два края. Так, и после чего вот иголку мы сейчас заводим на изнаночную сторону. Шапку мы выворачиваем нашу также вот на изнаночную сторону. Ниточки я эти обрезаю, вот где мы сшивали наш край. И теперь вот по изнаночной стороне
с помощью крючка, но можно было и иголки. Эти кончики нити мы продеваем сейчас чуть дальше от края. Вот один, второй кончик, ну если есть еще какие-то кончики нитей. И после чего вот здесь эти нити мы спрячем вот именно по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. Нити эти я здесь сейчас спрячу, но вначале хотела показать, как этот шов у нас будет смотреться. Значит, смотрите, вот этот идет шов. То есть, если смотреть вот на нашу шапку, он у нас идет вот абсолютно незаметный с лицевой стороны. Вот он у нас идет, видите, вот. И вот этот шов у нас идет с изнаночной стороны. Тоже вот это идет косичка, тоже идет все абсолютно гладко и нет никаких выступающих вот именно элементов шапки. То есть также аккуратно и красиво вот это будет смотреться и с изнаночной стороны тоже. Сейчас я пойду шапку обязательно постираю. Пряжа это у нас идет такая, как в пропитке, поэтому после стирки полотно станет более, скажем так, ворсистое, более мягкое и более эластичное. Но, в принципе, вот уже результат получился очень красивый и достойный. Шапку можно носить вот просто в таком виде, как она есть. Можно сюда сделать помпон из пряжи или из натурального меха. Как это будет смотреться из меха, наверное, в начале видео я фотографию вам вставлю. Поэтому сейчас я иду шапку постираю, и начало видео я вам отсниму после того, как шапочка моя высохнет. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс вот был для вас полезным и понятным. Обязательно ниже в комментариях напишите мне, как вам такой вот вариант вязания шапок. Некоторые, конечно, я уверена, будут писать, что не очень любят вязать шапки, ну или вообще какие-то изделия со швом. Но для тех, кто не любит вязать по кругу, мне кажется, вот это отличный вариант связать для себя вот такую вот обновочку в свой гардероб. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.